Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Идем с Карлосом к землянке, чтобы разобрать очередную ее стену. Для тех, кто впервые на канале, не в курсе, зачем я ломаю ее, в двух словах расскажу. Землянка стала уже аварийной. Каждый мой приход она наклонялась все больше, и оставаться в ней было уже небезопасно. Поэтому я ее хочу разобрать и на ее месте построить глиночурку. Глиночурка — это такое сооружение, которое состоит из поленьев, положенных на глиняный раствор. И так вот поленья, как кирпичики, складываются на глину, и получаются стены строения, стены домика. Вот какой грибочек. Похоже, это зонтик. Много о нем слышал, что очень вкусный, как курица. Но ел однажды, а собирать так вообще никогда не собирал. Заберу его лучше на обратном пути, если он останется на месте. И попробую приготовить дома. Дома все-таки поспокойнее. А то если прихватят в лесу, непонятно что будет. В общем, как-то так. Сейчас уже осталось последние 2 недели лета. Не сказать, что все идет по плану у меня. Но в принципе, если я в течение этого времени, в течение лета, успею ее полностью разобрать, поправить каркас, в общем, подготовиться к укладке стен, то думаю, что вполне смогу успеть до холодов возвести стены, перекласть печку, в общем, подготовиться к зиме. А не в прошлом году, а в 2021 году, когда я только начинал строить землянку, я ее начал строить еще позже, чем сейчас, по времени имеется в виду. То есть уже была осень, я жил в шатре, там на берегу. Кто не в курсе, можете посмотреть первые серии. Я тут прожил больше, чем полгода. Вот. И понял, что зимой мне будет холодно в шатре, даже с печкой. Решил строить землянку. И я только осенью начал копать этот котлован, тягать бревна, и все-таки успел к морозам все закончить. Посмотрю, что здесь на водоеме. Брал с собой удочку. В прошлый раз отлично порыбачил. Замечательно клевало. Вот еще какие начали грибочки вылазить. Вот эти вот такие коричневатые, а эти белые. Их очень много похожих. Ну вот сорву. Вот они синеют однозначно. Вот только трогаешь пальцем, уже синяя. На сломе вот только с кислородом реагирует, становится синим. Они горькие. Сыроежек повырастало за 2 дня. Такие вроде бы не синеют. Кто знает, что за грибочек вот это. Ветерок, конечно, сильный, но посмотрим по времени, как успею порыбачить сегодня или нет. Пойдем, Карлос. Найк, в принципе, сейчас с рыбкой, у него есть там в запасе. Поэтому, в принципе, ловить-то можно забросить и заниматься своими делами. Потому как у меня сегодня снасть пружина, она ловит самостоятельно. Наверное, я сейчас немного покопаю и подумаю, как рациональнее продолжить демонтаж землянки. Мне нужно
разобрать вот эту вот пристроечку и две стены. В принципе, ничего сложного, это можно сделать довольно быстро. Но с этой стенкой нужно еще немного подкопать, а для разбирания этой пристройки нужно убрать эти поленья. Не хочется как бы лишнюю работу куда-то их перекладывать, складывать опять. Я вообще надеялся, что они как-то сразу пойдут на какую-то одну из стен, но так не получается. Нужно сначала полностью разобрать и потом уже без стен попытаться немножечко толкнуть каркас, выровнять и закрепить распорки, укосины, сделать каркас жестким и уже после того начинать только кладку стен. Тент вроде бы целый. Над ним есть сухие ветки. Если что-то упадет, то, конечно же, порвет его. А здесь у меня место для ночлега и для склада всяких ненужных, но с другой стороны очень нужных в лесу вещей. Эти мыши-алкоголики мне уже надоели. Который раз уже затаскивают сюда эти грушки забродившие. Наедятся их, потом буянят по ночам, спать не дают. А тем временем глина на пробной кладке подсохла. И вот видно, что все-таки самый лучший раствор это с древесной золой. Вот он абсолютно не потрескался. Следующий с ракушкой смешанной дал небольшие трещины. Но в принципе тоже имеют место быть такие трещины. А третий раствор из чистой глины почему-то еще совсем не высох. Может быть, сюда меньше солнечных лучей попадает. Держится крепко, весь блок отскакивает только снизу, там где он лежит на земле. А между собой очень крепко держится. Как только я взялся за лопату и начал копать, позвонил телефон, звонил Юра, мой приятель, мы с ним постоянно ходим на рыбалке. Он мне помогал с строительством землянки. Вот, в общем, звонил, интересовался, как там ситуация на водоеме, как рыбалка. Он почти закончил со своими огородными делами. Делал он самостоятельно, сделал трактор из мотоблока. В общем, скоро он закончит со своими делами и хотел приехать на рыбалку, а заодно, может быть, помочь в каких-то моих делах. В общем, я ему сказал, что планирую подровнять каркас с помощью системы рычагов. Думал, с помощью длинных бревен надавить на угол, а потом рычагом надавить уже на это бревно. И я думаю, что конструкция должна податься в ту сторону, выровняться. И потом уже с помощью укосин закрепить все столбы раскосинами, короче говоря. Юра засомневался, что так получится. Предложил с помощью, как это называется, ролика, блока, да, веревок, вот так вот потянуть таким образом. У меня, конечно, нет причин не доверять ему, потому что у него большой опыт в этих делах. Он работал в шахте, а там укреплять все вот эти забои и так далее, это очень там в первую очередь безопасность. В общем, есть у него опыт и понимание в этих делах. Но почему-то не знаю, у меня сомнения, какая-то нужна очень мощная веревка, наверное, для того, чтобы потянуть. Тут усилие должно быть, я думаю, как минимум в тонну. Ну и в общем, не знаю, может быть, вы что-то посоветуете. Короче говоря, немного он меня, как сказать, озадачил. Я думал, что без проблем надавлю так вот длинным бревном на угол, и оно пойдет туда. Где лазил? На кого гавкал? Рано, говорю, есть.
Я понял, почему Карлос переквалифицировался на мышей. Он же заметил, что когда Найк приносит мышку, получает вкусняшку. И ему так захотелось. То он сначала оленей обгавкивал, пытался медведя дотащить, но все никак не донесет. А тут смотрит, оказывается, надо мышей. В общем, буду сегодня максимально подготавливаться. Стены полностью обкопать надо. Вот эту стену. Вот это, скорее всего, перекладывать. Еще не решил, куда эти поленца убрать. В общем, на днях собирается приехать Юра. И как раз, я думаю, к этому времени надо подготовить. И как я, собственно, и планировал, еще до завершения лета закрепить каркас и быть готовым к постройке уже, к возведению стен. Запыхался. Никак не могу освободить баннер, чтобы вытащить его и убрать полностью. Наверное, будет проще сделать, когда бревна я поскидываю. Если с той стороны удастся нижнее бревно вытянуть, то легко баннер будет освободить. Так что, наверное, сейчас сделаю перерыв на обед. Может, пойду заброшу удочку. Ветер вроде как не стихает, но волны сильной нет почему-то. Ну, как почему-то, потому что ветер такое направление, что идет он так вскользь леса и не разгоняет большую волну. Вот. Сделаю прикормочку опять с кукурузой, заброшу, пусть стоит. И буду готовить обед. Совсем немного прикормки сыпучей и половинка кукурузки. Вот и вся моя прикормка и наживка одновременно. Насадка. Ножом неудобно, проще руками. Да, ветерок все-таки усилился. Придется забрасывать против ветра. Снасть забросил, осталось дождаться поклевки. Сегодня тоже буду запекать на углях, поэтому дровишек нужно побольше, чтобы был хороший жар. Дровишек, конечно, здесь
полить не перепалить. Ух ты, похоже, клюет. Прямо вот на глазах, видите, да? Как сторожок провис. Сейчас буду. Однозначно была рыба. И вроде как по сопротивлению неплохая. Но при вываживании куда-то завела. На снасти 2 крючка. Возможно, одним крючком куда-то зацепилась. И не хочет не выходить, не бьется. Непонятно, что там происходит. На месте ли рыба. Наверное, я разденусь, пойду, попытаюсь отцепить. Какая-то подстава получается. Я сказал, что рыбка была большая, а тут красноперка. Ну пусть неплохая, но красноперка. Не могла она так сильно дергать спиннинг, но и тем более по вываживанию я тоже понимал, что там лещ неплохой, в районе килограмма, но не это же. Как-то получилось, что лещ завел куда-то, наверное. Сам сорвался, а это следом клюнуло. Как-то так. Ну, потому что явно была крупная рыбка. Только хотел одеться, как дернула, аж колокольчик слетел. Не знаю, засеклась сама или нет. Похоже, что никого нет. Ну, очень резкая поклевка, но... Да, хорошо клюет. Не могу отойти. Сразу поклевки. На фидер, наверное, было бы вообще весело. Хорошенько закормить с помощью фидерной кормушки. И там на опарыша. А если на мотыля, то вообще, наверное, разрыв был бы. Ну а здесь все в порядке, процесс идет. Думаю, еще с полчасика у меня есть, пока угли будут готовы. На крыше осталось совсем немного грунта. Я специально весь не скидывал, чтобы не сдуло ветром покрытие. Поэтому осталось вот здесь немного впереди и на этой пристроечке. Вот. Крыша уже стала так немножечко гулять, шевелиться. Когда все было обсыпано и бревна были со всех сторон. Вообще железобетонно держалась. Сейчас уже так шевелится немного. Дровишки практически прогорели. Можно идти готовить. Ой, кажется, колокольчик услышал. Кто-то клюнул. Надо бежать проверять. Вроде бы все на месте. Не шевелится. Кто-то есть, но снова небольшой, по-моему. Сразу начинает поклевывать, что не могу отойти. Хочется аж увидеть поклевку, подсечь. Но там угли можно прозевать. Прогорят. Придется заново костер палить. Ну вот то, что нужно. Не сильно большие, чтобы кабачки не подгорали, как в прошлый раз. Кто рыбачил
на вот эти колокольчики-бубенчики. Наверное, сталкивался с таким, когда отойдешь от удочек, ну и надеешься, что услышишь, как будет звенеть колокольчик, бубенчик. И так часто путаешь эти звуки, тебе постоянно кажется, что что-то клюет, дергаешься, постоянно бежишь. Бывает, птички поют очень похоже, цвиренькают, так как этот бубенчик. Еще откуда-то. В общем, столько звуков похожих оказывается, что как, ну, очень неудобно это. Я вот сейчас сижу и уже 3 раза хотел подскочить, бежать. Потом думаю, я так голодный останусь. Лучше приготовлю, а потом уже пойду и сниму крупного леща. Все равно там сейчас плотва подошла. Поэтому готовлю снова кабачок, дожарю, все тот же. И еще сегодня у меня мясо в фольге с приправами, с чесночком. Так что не следует говорить, что копаешь целый день, а ешь одну кукурузку. В общем, нормальное у меня питание, то, что нужно. Белок и овощи, клетчатка. Самое полезное. У меня есть 7 минут, прежде чем нужно перевернуть кабачки. И я пойду посмотрю, что там с рыбкой. А колокольчик не звенит, потому что его уже нет. Значит, меня не глючило. Это не птички были, а именно бубенчик. Вон он валяется. Похоже, что прослаблена леска. Думаю, что рыбка должна сидеть. Буду пробовать вываживать. Так что я вас не обманывал, что это не красноперка клюнула. А сначала лещ, потом он отцепился, а потом уже клюнула красноперка. Надеюсь, кабачки еще не сгорели, пока я возился с вываживанием ляща. Не, еще даже рано. Можно было еще одного поймать. Мясо шкварчит, все в порядке. Друзья, пока приготовление обеда в процессе, хочу вас немного развлечь. И вот чем. Все уже знают, как плотно сейчас в нашу жизнь вошел искусственный интеллект. Мне тоже в какой-то степени это интересно. И я скачал приложение. Сейчас попробую пообщаться с ним. Может быть, он нас чем-то повеселит. Какой-нибудь анекдот в исполнении интеллекта. Или же рыбацкую историю. Сейчас попробуем. Приветствую. Как я могу к вам обращаться? Привет. Можешь обращаться ко мне просто по имени или как тебе удобнее. Если у тебя есть какое-то предпочтение, дай знать. Я всегда рада помочь. Я понял. А по какому имени-то? Ты можешь называть меня просто Чак. Или, если хочешь, придумать какое-нибудь имя, которое тебе понравится. Я как понял. тебе удобнее. Неважно. Давай-ка нам какой-нибудь очень смешной анекдот о рыбалке. Конечно, вот анекдот. Приходит рыбак к другу и говорит: представляешь, поймал такую рыбу, что она почти как человек. Друг удивленно спрашивает: да ладно, и что же она сказала? А рыбак отвечает: да ничего, просто попросила еще одну удочку и ушла. Надеюсь, улыбнет. Если честно, не очень. Понимаю, юмор... Что еще раз, извини, перебил? Да ничего страшного. В общем, если будет нужно еще что-то,
Просто дай знать. Всегда рада помочь. И постараюсь подобрать что-то более смешное в следующий раз. Прикольно очень. Интонация такая интересная, голос. Извини, это я не с тобой сейчас, посиди спокойно. Все в порядке, не беспокойся. Я тут, если что, обращайся в любой момент. Очень разговорчивая тетя. Но пытался какие-то истории, анекдоты. Какую-то ерунду постоянно рассказывает. Не знаю, что еще у нее интересного спросить. Можно просто какие-то интересные факты. Ну, например, о поведении леща осенью в ночное время. Ну или что-нибудь такое. Сейчас задам вопрос. А расскажи мне, пожалуйста, о поведении леща в конце лета, в начале осени. На что ловить, в какое время суток, какие прикормки, какие привады. В общем, все о эффективной ловле леща осенью. В конце лета и начале осени лещ становится очень активным и собираются большие стаи. А ловить его лучше всего днем, примерно с 10 до 15 часов. Подойдут фидерные снасти с кормушкой и поводком около 10-15 сантиметров. А в качестве насадки лучше использовать червя, мотыля или опарыша. А для прикорма хорошо подойдут смеси с добавлением мотыля и мелкой фракции. Так что осенью лещ довольно активен, и его можно поймать с удовольствием. Благодарю. Всегда, пожалуйста. Если еще будут вопросы или нужна будет помощь, обращайся. Удачной рыбалки. Ах ты, зараза, удачной рыбалки пожаловал. Теперь никакой рыбы не будет. Ох, надеюсь, что это не так. Но если да, всегда можно будет попробовать еще раз. Главное, хорошее настроение и приятное времяпрепровождение. Так что все будет отлично. Смотри меня, а то удалю. Хорошо. Я все учту. Если еще что-то понадобится или захочется чем-то поделиться, всегда рада помочь. Не переживай, все будет в порядке. Прикольно вообще. Можно поговорить, чтобы с ума в одиночестве не сходить. Наверное, кому-то пригодится. Не, ну весело на самом деле. Полялякать так. И такая интонация, как будто с человеком разговариваешь. Правда, постоянные эти повторяется он, конечно. Еще не доработано так, чтобы прямо не отличить от робота. Вот до чего техника дошла. По-моему, уже все готово. Во всяком случае, ждать уже нету больше сил. Очень вкусно. Приятного аппетита. Замечательно подкрепился. Пойду посмотрю, как там рыбка клюет, не клюет. Подозрительно не звенит. Или опять слетел колокольчик. Кажется, все на месте. Странно. Пусто, ни прикормки, ни на крючках наживки, ничего нет.
сорвалась на этот раз. Карлос кого-то унюхал, пометелил догонять. Ну что, получается, правду искусственный интеллект сказал, что лещ в конце лета клюет до 3 часов. После 3 часов намного хуже стало клевать, да и ловиться. Вообще ничего я не поймал. Сейчас уже 5 часов. Вот пару часов после обеда я с 3 часов до 5 просидел на берегу. Не поймал ни одной рыбки. Ну, была пару поклевок, но не результативных. Получается, все-таки он что-то знает, этот самый интеллект. Я вот копаю сейчас и думаю, зачем такой огромный слой земли на этом предбанничке. Он же все равно неотапливаемый. Там земля нужна только для того, чтобы баннер от ветра не улетел. И то он, скорее всего, прибитый. Странно. Наверное, больше, чем на основной крыше. Карлос начал разбирать потихоньку. Помогать. Оторвал доску одну. Ну что, где добыча? Покажи, что поймал. Все съел уже? Ну что, убрал грунт с крыши предбанничка. На крыше тоже оставил совсем немного, чтобы не сдуло. Вот. Стены тоже все свободны от грунта. Можно их разбирать. Это совсем теперь будет несложно. Нужно только откусить проволочки, которыми они держатся, и оттянуть в сторону, посортировать на дрова или в работу. Не хочу сегодня разбирать их, потому что передают дождь на завтра. А если будет еще и ветер, то косым дождем зальет землянку. Там есть вещи, которые могут намокнуть. Да и просто, если будет слякоть там под ногами, не очень бы хотелось. Поэтому оставлю так пока. В следующий раз, а это скорее всего послезавтра, мы будем с Юрой, если ничего не поменяется. Ну, хотя мы будем, я думаю, добираться каждый своим ходом. Юра, скорее всего, на мотоцикле будет, а я, как обычно, пешочком. Вот. И пока он наловит нам рыбки на обед, я все быстренько растяну эти бревна. Я думаю, что мы в первый день уже справимся, сделаем укосины эти, выровняем ее. Ну, если все пойдет по плану. Вот, а планируем мы с ночевкой. Не знаю, там может быть и не с одной. Поглядим. Вот. Ну, а следующий день посмотрим. Может быть, уделю рыбалке его. Ну, как минимум половину. Еще не решил. А может быть, что-то поработаю. Пойду посмотрю, что там на речке. Не прицепился ли лещ огромный. Потом нужно будет еще поставить фотоловушку. Похоже, что никого нет. И не слышно было бубенчиков, чтоб звенели. Все, прикормку всю использовал, буду собирать удочку.
Готов, кролсончик? Ау. Ну все, мы собрались. Сегодня снова замечательно с Карлосом порыбачили. В меру поработали. Будем выдвигаться в сторону дома. Нужно еще установить фотоловушку. В последнее время я стараюсь ее ставить в разных местах. Вот крайний раз ставил. Хотя и снимков было не очень много. Но зато были новые персонажи. Здесь в основном косули, олени. А там попались и поросята. Мамка с поросятами. Вот. Так что сегодня еще найду какую-нибудь тропинку звериную и поставлю там фотоловушку. Ну что ж, на сегодня все. Будем с вами прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Решил я все-таки собрать грибочков. Надеюсь, что это все-таки зонтики. Нашел несколько штук. Вот еще. Может быть, по дороге еще попадутся. И я рассчитываю на тот, который видел с утра, когда я шел сюда.